Приветствую вас на канале Техревизор. Настало время обновить рейтинг мониторов с IPS-матрицей, которое можно рассмотреть в покупке в 2024 году. Сделал обширную подборку на 10 мест, такую, чтобы каждый смог выбрать себе парочку вариантов для размышления. Подбирал разные варианты, перебирая разрешение, диагонали, частоту обновления и функционал. Для удобства разбил все это дело по диагоналям. Получился рейтинг из небольших подборок: 3 монитора диагональю 24 дюйма, 4 монитора диагональю 27 дюймов и еще 3 монитора на 32 и 34 дюйма. Так что если вы уже на этом этапе определили нужную, можете быстро мотнуть в интересующую вас часть рейтинга. Ну а можете посмотреть от начала и до конца, чтобы сложилась полная картина происходящего на рынке. В общем, давайте перейдем к делу. Но перед этим можете и лайк поставить, и на канал подписаться. Мало ли, может еще что-то полезное для себя тут найдете. Начну с мониторов 24 дюйма. Подборку 24-дюймовых панелей открывает Thunder Robot F23FH. Не самый популярный в своих кругах, но стоящий внимания монитор. По крайней мере, это самая доступная модель. Поэтому при минимальном бюджете рассмотрите вот этого робота. В общем, он позиционируется как игровая модель. Ну и выглядит не как офисный планктон. Угловатый дизайн, тонкие рамки, частота обновления в 165 Гц, FreeSync и другие игровые опции выделяют его в линейке простых домашних и рабочих мониторов. Но еще важно правильно подключить монитор. Не промахнитесь и попадите в разъем DisplayPort. Можно и в HDMI подрубить, но зачем, когда есть DisplayPort? А в HDMI что-то другое воткнете. При этом дисплей имеет разрешение в 1920 на 1080 пикселей. Это самое простое и привычное Full HD, которое обеспечивает четкую картинку без зернистости и пиксельности. Ну и IPS-матрица раскрасит все это дело в насыщенные и яркие цвета. Само собой, не обойдется без засветов. На черном фоне в темноте невооруженным глазом можно найти пару белых бликов по краям. Но на практике с ними редко удается встречаться. Все-таки нужны специальные условия, поэтому париться об этом или нет, решайте сами. Хотя, что можно говорить, если и топовые модели страдают тем же самым. Из более приятного – Flicker Free и FreeSync, о чем я уже упомянул. Ну, упомяну еще раз. Первая технология защитит глаза от мерцания монитора, а вторая сгладит разрывы кадров и сделает картинку плавнее. В общем, о нашем зрении и нервах тут позаботились. В идеале еще бы пару USB разъемов и регулировку подставки добавили, но это уже будем более дорогому сегменту предъявлять. Второе место занял Philips 245 E1S. Этот монитор предназначен для офиса, работы, рутинных задач, типа посмотреть фильмы, полистать соцсети. Конечно, играть на нем тоже можно, но за эти деньги лучше купить более заряженный, предназначенный для гейминга монитор. Из плюсов относительно прошлого Thunder Robot у этого Philips 2К разрешение. Для 24-дюймовых мониторов на нашем рынке это довольно редкое явление. Но такое предложение нам только на руку, так как почему бы не организовать себе более четкую и проработанную в деталях картинку. На такой и работать в разы приятнее. Правда, частота обновления тут всего лишь 75 Гц. Но для игр этот монитор и не создавался, а для работы и плавности 75 кадров с головой хватит. Матрица у этого монитора чуть поскромнее, если смотреть по параметрам и тестам на цветопередачу. Но на деле какой-то серьезной разницы, само собой, без подготовки не разглядеть. Единственное, что можно точно определить, так это засветы по краям. Но они вообще не смущают в повседневном использовании. Да, и спустя неделю про них забываешь, если до этого вообще приходилось сталкиваться с ними. Но все равно добавлю, что монитор имеет стандартный коэффициент контрастности 1000 к 1. Яркость в максимуме достигает базового уровня 250 кандел на метр в квадрате. При изменении угла обзора картинка не теряет цвета. В общем, отличный монитор для работы в 2К разрешении с портами HDMI, DisplayPort и даже с древним VGA. Подставка, к сожалению, опять регулируется только по оси наклона, поэтому если уж сильно припечет, придется вешать Philips на кронштейн. Первое место занимает LG UltraGear 24GN65R. За свои деньги это один из лучших мониторов на IPS-матрице, который подходит для игр идеально. Хотя его и для работы можно использовать вообще без проблем. Но уж точно не офисной, документной. Как-то в его агрессивный дизайн с грубыми линиями, красными вставками и массивной подставкой не вписывается таблица Excel. А вот что-нибудь монтировать, фотошопить на нем можно. Конечно, для профессионалов своего дела цветопередача тут далеко не на том уровне, что надо. Но Джуну или Миду такого монитора должно хватить. Ну и такая массивная ножка у этого монитора не
не зря. Она дает возможность регулировать панель по всем трем осям. По углу наклона, по высоте вплоть до 11 см и углу поворота на все 90 градусов. То есть хоть полностью вертикально его разместить можно. Люди, работающие с текстом или те же кодеры, любят и часто применяют эту фишку в работе. Ну а что, реально удобно же. А для геймеров сюда завезли плавную картинку с частотой обновления 144 Гц и FreeSync, который убирает подергивания и разрывы кадров. Так случается, когда видеокарта дает меньше FPS, чем способен показать монитор. В таких случаях картинка начинает прерываться и дико раздражать. В это дело вторгается FreeSync, синхронизирует видюху и монитор и экономит ваши нервы. Это я о том, как работает эта технология. В общем, как по мне, LG 24GN65R достоин завершить подборку лучших мониторов с IPS-матрицей диагональю 24 дюйма. Теперь давайте посмотрим, какие модели разместились в подборке мониторов на 27 дюймов. Здесь уже 4 позиции. На последнюю строчку топа стал Xiaomi Redmi G27. Он тоже игровой, имеет базовые параметры, необходимые для комфортного гейминга, но только уже на 27 дюймов. А 27 дюймов все-таки по-другому воспринимаются. Особенно если до этого вы все время сидели на 24-дюймовом. Здесь у него поддерживается 165 Гц по DisplayPort. Разрешение при этом так себе, Full HD. Но картинка четкая, зернистости нет. Да и IPS-матрица на полноценные 8 бит. Опять же, видно это только на тестах. Но сам факт, цветопередача у Xiaomi за счет этого немного лучше, чем у других конкурентов за эти деньги. Конечно, сюда идеально вписался бы еще и HDR, которого производители не пожалели и добавили. Но при этом не стали заморачиваться над тем, чтобы адаптировать монитор под этот HDR. Ему элементарно не хватает яркости, чтобы раскрыться и показать более натуральные цвета. Поэтому HDR вообще не самая сильная сторона Xiaomi G27. Также прослеживаются засветы, их особо долго искать не нужно. Выкрутить яркость на максимум, выключить свет в комнате, открыл черный цвет и наблюдать неравномерность подсветки. Ну, тут сами понимаете, не самый критичный момент, который во время игры, работы и другой повседневной рутины в глаза не бросается. Поэтому на этот недостаток можно закрыть глаза, по крайней мере в таком бюджетном сегменте. Больше обидно за подставку. Хотелось бы какую-нибудь регулировку из коробки, но тут у нас только наклон. Ну, либо на кронштейн вешать, чтобы как-то крутить-вертеть. Впрочем, за такие деньги я и не встречал монитор с гибкой ножкой, и Xiaomi не стал исключением. Третье место за LG UltraGear 27GN800. Этот монитор, который стоит адекватных денег. И за эти адекватные деньги предлагают отличные характеристики. В его основе лежит матрица поколения Nano IPS. Это более навороченная по цветопередаче технология, разработанная самим брендом. Хотя для монитора заявлено самое обычное покрытие sRGB в 95-99%. Цветовой охват на тестах показывает превосходство над конкурентами. Так что на фоне прошлых участников у этого лучшая цветопередача. Плюс к этому такая матрица жестко противостоит остаточному шлейфу. А так как у нас здесь 144 Гц, надежная защита будет как раз к месту, поэтому минус один повод для переживания. Монитор заряжен всем вот этим вот улучшайзингом в лице FreeSync, Flicker Free и, наконец, G-Sync, которому так редко уделяют внимание. На самом деле не то чтобы в этом есть какая-то необходимость, так как и FreeSync хватает, но можно воспринять G-Sync как маркер качества. Надо же, даже о таких мелочах подумали. Кстати, не забыли и про HDR, которому на этот раз выделили 350 кандел яркости, поэтому тут есть смысл пользоваться HDR-контентом, чтобы добавить краскам больше естественности. Я уже рассказывал обо всех этих деталях, а про основные параметры и слова не проронил. Монитор диагональю 27 дюймов и с 2К разрешением. Золотая середина, которая удобна и для работы, и для игр, и для фильмов. Ну и держит все это самая обычная ножка. Никаких регулировок, к сожалению, для нее не завезли. Но, возможно, благодаря этому монитор и стоит адекватных денег. А если уж совсем не вмоготу, вы знаете, что делать. Последние два места в этой подборке разделили довольно дорогие мониторы. До лидирующей позиции немного не дотянул Asus TUF Gaming VG27AQ1A. Игровой монитор с очень качественной быстрой IPS-матрицей и 2К разрешением. Он лишь в деталях уступает первому месту. В панели установили 10-битную матрицу Innolux, которая способна распознавать до 1 миллиарда цветов. Можно ли назвать это преимуществом? Определенно да. Все-таки за счет этого монитор выдает более насыщенную сочными тонами картинку в играх, в фильмах и даже в браузере. Особенно заметен эффект, если до этого вы пользовались каким-нибудь базовым Full HD монитором с самой простой матрицей. А тут еще и 27 дюймов, частота обновления экрана в 170 Гц. В совокупе все это дает плавную и очень приятную для глаз картинку.
Особенно радует развертка в 170 Гц, но тут важно уточнить, что для нее нужно будет скачать утилиту Asus, где активируется этакий разгон матрицы. В таком случае выключаются все помощники в лице FreeSync, G-Sync и HDR, поэтому нужно выбрать: получить меньше FPS, например 144, и выжать максимум насыщенности, либо жарить на все 170, но без дополнительных технологий. Кстати, об этом моменте Asus на своем сайте не упомянули, поэтому за то, что они вводят в заблуждение покупателей, конечно, дизреспект. Но я вас обо всем предупредил, так что все карты раскрыты. В остальном упомяну разве что про подставку. Она дает возможность регулировать монитор по всем трем осям. Можно повесить его на стену с помощью веса на задней крышке. Ну и там же набор разъемов, состоящий из пары HDMI и DisplayPort. Все на своих местах. Первое место топа занял Asus ROG Strix XG27AQ. Он не то чтобы сильно отличается от прошлого TUF Gaming. Тут скорее важно само позиционирование бренда, которое ставит ROG Strix выше, чем TUF Gaming. Якобы ROG — это сугубо геймерская тема топового уровня, но на деле мало что нам это дает. По сути, этот Asus точно такой же крутой игровой монитор с очень приятной 2К матрицей и функциональными возможностями. Он показывает точно такое же нереальное изображение, приводящее в восторг с первых минут использования. Матрица может выдать те же 170 FPS, поэтому картинка настолько же плавная. По сути, описывать ее нет смысла, вы и сами прекрасно видите. Но все равно в жизни эти цвета выглядят еще более насыщенными, глубокими и контрастными. При этом, само собой, поддерживаются все необходимые для гейминга технологии: FreeSync, G-Sync, Flicker Free. Да, и HDR есть вполне привычный. И так как матрица позволяет, HDR еще сильнее может улучшить картинку. Так что попробуйте смотреть фильмы или играть с включением этой функции. Также понравился дизайн монитора. На задней панели есть даже подсветка всевидящего ока. Но намного интереснее дополнительные 2 USB в хабе с портами. Это дает возможность подключать девайсы прямо в монитор, что добавляет удобства. Ну и подставка у него интересная, немного другой формы. Есть возможность регулировать по всем осям. В общем, больше гибкости можно сделать, разве что установив панель на шарнир. Как по мне, это самый лучший монитор на 27 дюймов на IPS матрице с жирным функционалом. А теперь можем посмотреть и на здоровенные мониторы диагональю 32-34 дюйма. Здесь третью строчку топа занял LG 34WP500. Это широкоформатный монитор на 34 дюйма с соотношением сторон 21 к 9. На самом деле стоит он смешных денег, примерно наравне с базовым 27-дюймовым игровым монитором, и вполне подойдет, если вы не хотите сразу выкладывать круглую сумму за жирный монитор таких размеров. Этот LG можно рассмотреть, если вы не ярый геймер, а, например, проектировщик или конструкторщик, работа которых сильно упрощается, если все необходимые объекты будут выведены на экран в зону легкой доступности. Хотя, конечно, никто не мешает вам кодить на нем или, например, в таблицах копаться. Сам факт, что для работы здесь можно задействовать все пространство, чтобы сильно упростить жизнь. Для игр я бы его рекомендовать не стал, разве что в качестве теста, ну или очень редких посиделок. Все-таки у него не та матрица, чтобы в удовольствии по 8 часов в день катать вообще любые тайтлы. У монитора не самое стандартное разрешение — 2560 на 1080 пикселей, под которое вообще не каждая игра оптимизирована, да еще и частота обновления максимум 75 Гц, что тоже как бы далеко не самый жир. Но при этом матрицы все равно достаточно для комфортной работы. И есть базовая цветопередача, хороший коэффициент контрастности, стандартный запас яркости. Есть и Flicker Free, чтобы мерцания по глазам не били, и даже какой-никакой HDR. Этого реально хватает с головой для рабочих задач. Из минусов — деревянная ножка, в плане гибкости она никак не регулируется. Ну и набор портов вообще ни о чем, лишь пара HDMI. Но это самый бюджетный сегмент, поэтому на другое особо рассчитывать и не приходится. На этот раз обойдемся без среднебюджетного сегмента и сразу перейдем к премиальным вариантам. Второе место топа за MSI Optics MPG341QR. Это тоже широкоформатный монитор на 34 дюйма со всеми своими прелестями. И вот он для гейминга must have. В некоторых играх за счет такого соотношения сторон у вас больше поля зрения, чем у соперника, почему вы получаете преимущество. Атмосферы добавит диодная подсветка на задней панели с анимацией. Еще только на руку сыграла бы изогнутость, но сейчас я скажу, почему ее здесь нет. Разрешение матрицы при этом у него стандартное для такой диагонали — 3440 на 1440 пикселей. И главная причина, по которой этот монитор плоской, как раз таки IPS матрица. Ее технические особенности не позволяют
начинают изгибать, поэтому изогнутые широкоформатные мониторы всегда оснащены только VA-матрицей, она без проблем сгибается. Кстати говоря, IPS-матрица этого монитора единственная и неповторимая. Это специально созданная для этой панели модель. Протестировав ее, выявили точную передачу цветов, высокий коэффициент контрастности, натуральность оттенков и неравномерность подсветки. К сожалению, тут тоже есть засветы на черном цвете, как и в любом мониторе из этого рейтинга. Правда, этот один из самых дорогих. Но что поделать? Благо, видны они также только в темноте на темном фоне. Поэтому уверен, это никак не помешает пользоваться этим монитором. Из дополнительных удобств в этом мониторе предусмотрели 3 USB и регулировку экрана по высоте, углу поворота. Ну и на стандартных опциях в виде нескольких HDMI, DisplayPort и FreeSync G-Sync тоже экономить не стали. Все на своих местах. Но первое место рейтинга я решил все-таки отдать Asus ROG Swift PG329Q. Это монитор с диагональю 32 дюйма уже с более привычным соотношением сторон 16:9 и разрешением 2К. Плавную картинку обеспечивает частота обновления экрана в 175 Гц, а за качество и точную передачу цветов в ответе 10-битная IPS-матрица. Все это складывается в яркую, насыщенную и классную картинку. Конечно, есть небольшие засветы, но главное, что без битых пикселей, полос во весь экран и тому подобного. А это уже 50% успеха. Далее все зависит от того, какие настройки выставите сами, если, конечно, захотите этим заниматься. Здесь мог бы упомянуть замечательную работу HDR, но не упомяну, потому что она не замечательная. Если подрубать эту опцию, то не сильно-то картинка изменится, поэтому на HDR особо не рассчитываем. А к остальным помощникам претензий нет. FreeSync, G-Sync, Flicker Free, им однозначно спасибо за плавную и приятную для глаз картинку. А по разъемам расклад стандартный, только еще пара USB добавок, к которой можно подключить клавиатуру и мышь, так что не без удобств. По внешности уже и сказать нечего. Обычная подставка регулируется по высоте и углу поворота, тонкие рамки, агрессивный дизайн с элементами подсветки. А так как это типичный Asus ROG за много денег, несложно догадаться, что монитор позиционируется как игровой. Ну и судя по дизайну, функционалу, матрице, так тому и быть. Хотя, конечно, можно на нем монтировать, фотошопить, проектировать, да хоть текст набирать. Матрица тут действительно крутая, поэтому в этом плане никаких ограничений. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.